Ассаламу алейкум, хамбатты достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на канале. Достар, Адис. Көрдіңіздер ме? Қандай сыйлық жасады Димашқа. Друзья, видели, да, какой трогательный подарок сделали Димашу. Я вот по этому поводу хотел сегодня поговорить. Там и подписчики написали. Интересно услышать ваше мнение насчет подарка Димаша на день рождения, который, конечно, месяц назад прошел, чуть больше, но канал вот Виртуоза столько выкладывает, и это очень трогательно, потрясающе, потому что Димаш выкладывает у себя на канале, в общем, это произведение, а канал Виртуоза делает реакцию на Димаша, Димаш делает реакцию на эту композицию. В общем, вы поняли меня, да? И, конечно же, я начал делать, включая вот эту композицию, сопровождение. Ну, у меня, понятно, авторские права прилетели, как я вам и говорил. Вот мне пишут многие, вот реакция должна быть, не останавливайте, а вот и не останавливаешь, полностью произведение играет, его блокирует YouTube, понимаете, да, из-за авторских прав. Поэтому вот эти паузы, они сдерживают. Поэтому придется мне просто выложить то, что я сейчас увидел, то, что услышал, и буду говорить об этом. Вот такая реакция будет. Друзья, ну, конечно же, я посмотрел и на канале Димаша, и, конечно же, мне сразу в рекомендации вот это попалось. Это самое интересное, конечно же, увидеть реакцию Димаша, да, на как этот подарок, да, трогательный сюрприз, который преподнесли ему дети, девочки, мальчики, участники этого прекрасного конкурса, культурного, такого музыкально-просветительного, я не знаю, там такие молодые дарования, так все виртуозно играют, действительно не зря название соответствует этому конкурсу. Ну и, друзья, реакция Димаша, конечно же, когда он это послушал, как вот и я тоже начинаю, у меня нет слов, да и многие так начинают, у меня нет слов. А почему? Потому что разум переполнен яркими эмоциями, таким культурным шоком, что теряется дар речи, потому что волнение, да, взволнованность такая, как говорят. Поэтому, в общем, вот такие, ну, потом все равно Димаш собрал все мысли, как говорят, в единое целое и начал выдавать потихоньку. Во-первых, браво, браво, он сказал, похлопал, то, что и я делал, когда смотрел, это прекрасный подарок. Да, еда вы играете, слышите, да? И, в общем, он сказал, что я самый счастливый певец, один из самых счастливых певцов в мире. Вот уже можно поэтому судить, как тронут был Димаш. И он сказал, что всем спасибо большое, всех перечислил, семью, родных, близких, нас, Адирс, да. И самое главное, сказал, большое уважение, это моим деткам, он так сказал, я могу так сказать, потому что они как тоже члены моей семьи. Вот видите, как дорожит Димаш. Значит, Димаш это человечище, я не знаю. Ох, у меня сейчас слеза хочет брызнуть. Ох, у вас тоже такое бывает, наверное, когда вот такая гордость распирает, а? Слеза хочет навернуться от гордости за Димаша, от того, что человек такой есть. Ох, друзья, как тяжело сдержать это слезы счастья, конечно, за то, что такой у нас земляк, за которого гордишься. И уже не наше достояние, даже уже часто я замечаю в комментариях, даже какая-то оскоминка обиды есть у Дирс. Это не достояние не Казахстана, а достояние всего мира. И вот за это еще гордость берет, распирает прям. Согласитесь, земляки мои, казахи, казахстанцы. И я еще как раз вечером
вечером, вчера вечером, я вот про это супруге говорю, ты подарок не смотрела? Нет, не видела. И я специально не говорю подарок в виде музыкального произведения, поздравления. И ставлю, и я говорю, ты узнаешь, что это за композиция? Она говорит, не могу узнать. Играет, действительно такая прекрасная музыка, когда именно оркестровое, да, исполнение, аранжировка, как музыка звучит, вот, еще более проникновенней, да, трогательней, я не знаю, торжественней, ну, и ностальгически так, потому что это такое произведение, Димаш. Я говорю, кстати, это называется произведение «Умр». Да, говорит, я один раз, может, слышал, потому что она тоже подписана, ей тоже приходит рекомендация, она ввиду своей, она же не такой поклонник страстный, да, как азартный, как я, по-любому. Я когда-то про это говорил, что вот я такой человек. Я, если куда-то я с головой лезу, все, меня не остановить. Вот я такой человек, а она как-то сдержаннее. Но в любом случае, она всегда поддерживает. Если на концерты едем, всегда мы с супругой едем. И вот, друзья, дальше, да, я вот так говорю, это вот ребята, девчата конкурса «Виртуоза» вот такой сделали подарок на эту композицию. И я вот ставлю ее. То есть мы послушали это, да, действительно впечатляюще, как играют они виртуозно. Я говорю, потому что конкурс «Виртуоза» называется. И теперь исходно, я говорю, поставлю тебе, вот, который Димаш сам написал и выкладывал на канале. Я не знаю, это больше года прошло, не помню точно. И начали мы смотреть, в общем, и вот состояние тоже, вот сейчас то, что со мной было. И как раз мы сидим, смотрим, потому что кадры, да, какие трогательные там. Вы помните этот клип, да? Может, кто-то часто пересматривает. А именно после вот этой события, то есть реакции, да, Димаша на подарок этот. Многие пересмотрели, я думаю, это произведение. УМР. Друзья, ну что, посмотрели мы реакцию Димаша самого. Ну, у меня, конечно же, слов нету. Действительно, как Димаша вступление именно была реакция, да, у меня слов нет, потому что человека захлестывают эмоции, чувства такие, положительные, добрые, да, и человек сразу не может. Потом потихоньку собирает, то есть формирует мысли и начинает высказывать. Друзья, ну что относительно этой композиции сказать? Вчера уже поздно было, на летней кухне мы сидели с супругой, и я показал именно на канале Димаша вот эту композицию, и она не узнала ее. Она говорит, а что за композиция? Я говорю, «Умр». Это авторская композиция Димаша, его слова и его музыка. Ну, там обработка, да, Ерлана Бекчурина была, вы знаете его прекрасно, его друг, аранжировщик. И вот так. Потом я говорю, а ты что, не слышала эту песню? Потому что Димаш ее мало поет. Это вообще песня философская, да, наша жизнь. То есть, и я поставил просто зашел на канал Димаша и нашел среди видео, и начали слушать, и все, и тут как раз старшая дочь заходит, говорит, на нас смотрит, мам, пап, сіздер қазір жылайсыңдар ма, что-то бедім. Ну, она на казахском говорит, мама, папа, вы хотите плакать, что ли, не могу понять. Действительно, вы сами видели же этот клип, да? Как Димаш поет это, как это вот. Композиция сама такая глубокая, философская, и мелодия какая, да, такая проникающая, проникновенная, душевная, лирическая, ностальгическая. Поэтому, соответственно, и кадры начинаются с самого начала, именно зарождения прекрасного героя нашего, Димаша Худайбергена,
где в годик, где он начинает там бренчать на музыкальном инструменте. Домбра была, по-моему, потому что еще где-то с гитарой, что ли, есть. Ну да, домбру начинает дергать, в общем, уже в годик. Представляете, ребенок уже, душа тянулась уже к музыке, уже, можно так сказать. Ну, понятно, мама, папа творческие музыкальные люди, поэтому, как говорят, ребенок, уже находясь в чреве матери, да, он уже слышит все, что происходит вокруг. А вокруг Димаша была музыка, и эта музыка была прекрасная. И вот он результат, что мы наблюдаем, что мы имеем, и чем мы дорожим, гордимся, особенно мы, земляки Димаша, казахстанцы, казахи, что есть у нас такое золото, бриллиант. Ну, он достояние не уже только наше, да, казахов, Казахстана, а уже всего мира, потому что люди, если так говоришь, уже какая-то, например, тоже оскоминка есть, поэтому и пишут тебе: нет, Димаш достояние всего мира, и ты заодно гордишься как бы этим, очень приятно. Вот так мы смотрели кадры, и чуть ли не, да, понятно, конечно же, после реплики дочки у нас, наверное, если бы не реплика дочки, наверное, точно там слеза пошла бы. В общем, мы досмотрели, и доча посмотрела, и вот я говорю, что это автор сам Димаш, и вот так, действительно, какой человек, наш Димаш. Ну, вот посмотрите вот этот подарок от детей, прекрасных талантов, да, молодых дарований, как они собрались и сделали такой потрясающий, трогательный подарок Димашу. Как же это приятно, да, вот смотришь на Димаша и тоже за него радуешься, как будто ты сам получаешь этот подарок, сюрприз. Вместе с Димашем не можешь, как бы, да, душа вот просто распирает, улетает куда-то, действительно от счастья. Вот он уже сказал, что я, наверное, самый счастливый певец в мире, один из счастливых певцов в мире. И что вот так, пожалуйста, вот реакция уже понятна с этих слов. Какое душевное состояние Димаша, как он тронут, да, этим подарком. Еще раз большое спасибо ребятам. Я думаю, это у нас конкурс в Венгрии проходит, да, в основном, наверное, выходцы из этой страны, участники, венгерские ребята, девочки, мальчики, поэтому огромная благодарность, не только от меня, от всех, я думаю. Пишите вы свои комментарии, оставляйте свои отзывы, отклики. На этом пока все сегодня. Сау болыңыздар, көріскенше.